My name is Natalie. I'm currently living in St. Petersburg city. In this video I want to go to petrol station and show you the prices in Russia. Moreover, I want to give you information about salaries in Russia. In the second part of this video I'll explain you the grammar point with numbers. If you're interested in Russian language, you can get my free material. The link is in the comment section. Click on that link and I'll send to your email this free material. I'm a Russian teacher and I'll talk in Russian, so turn on subtitles, okay? And now let's get started. Еще раз привет! В этом видео я хочу показать вам цены на бензин в России. Какие цены сейчас на заправке? Заправка – это заправочная станция. В России мы говорим заправка. Бензин, да, это что люди заливают в машину, чтобы ездить на машине. На заправке есть бензоколонка и бензин. Да, и в машине есть бензобак. И сейчас я стою рядом с заправкой «Газпромнефть», и я хочу показать вам цены на бензин в России. Эта заправка «Газпромнефть» одна из самых популярных. Какие здесь цены? Сколько стоит бензин на этой заправке? 92-й бензин 47 рублей 55 копеек, 95-й бензин 51 рубль 50 копеек, 95-й G-Drive это как 98-й 53 рубля 10 копеек, дизельное топливо 54 рубля 25 копеек. И какие здесь цены на бензин? 92-й бензин 48 рублей 19 копеек, 95-й бензин 52 рубля 02 копейки, 98-й бензин 60 рублей 87 копеек и дизель. Я не успела. Дизельное топливо сколько стоит? Дизельное топливо 59 рублей 99 копеек. Цены на заправках в литрах. Это цена за 1 литр бензина. И я смотрела статистику в интернете. 1 год назад бензин стоил меньше. Цена за бензин была ниже. 92-й бензин стоил на 5% меньше, дизель стоил на 8% меньше. Цена на бензин в России растет. Медленно, но она растет. Каждый год на 5-6%. Да, цена становится больше. И я тоже думаю, что важно знать другую статистику. Я также смотрела в интернете, сколько люди зарабатывают в России. Я думаю, это важно, потому что мы платим за бензин, и средняя зарплата в России $490. Да? Это в разных городах России. Она может быть немного меньше. Зарплата в России может быть также немного меньше. Конечно, в Москве зарплаты намного выше. В Москве средняя зарплата $1460. Эти данные из интернета. Зарплата может быть больше и может быть меньше. В Санкт-Петербурге средняя зарплата $1050. В Санкт-Петербурге зарплаты ниже, в Москве зарплаты выше. Также в России есть регионы, где тоже высокие зарплаты. Это может быть на севере России, но в других городах России зарплаты невысокие. Например, в Германии зарплаты высокие, но и цены тоже высокие. И вообще есть коэффициент, как считать. В России зарплаты низкие, и бензин, возможно, тоже не такой дорогой.
Я, если честно, не знаю, как считается цена за бензин. Я не знаю ценообразования бензина. И сейчас я хочу объяснить немного грамматики. Когда последняя цифра 1, это единственное число. Одна машина. Или 31 машина. Но когда эта цифра 2, 3, 4, мы говорим 2 машины, 3 машины, 4 машины. Когда цифра 5 и больше, это уже множественное число. 5 машин. Машина – это женский род. Да? 5 машин. 6 машин, 7 машин до 20. 21 машина. 22 машины, 23 машины, 24 машины, 25 машин. Да? И так каждый раз. 31 машина, 32 машины, 33 машины, 34 машины, 35 машин. И мужской род, например, поезд. 1 поезд, 2 поезда, 3 поезда, 4 поезда, 5 поездов. Да, мужской род, множественное число of. 1 дом, 2 дома, 3 дома, 4 дома, 5 домов. Когда последняя цифра 5 и больше, это множественное число of, домов. 21 дом, 22 дома, 23 дома, 24 дома, 25 домов. С цифры 5 это множественное, домов. И средний род тоже. Окно, 1 окно, 2 окна, 3 окна, 4 окна, 5 окон. Это исключение. Хорошо. Письмо. 1 письмо, 2 письма, 3 письма, 4 письма, 5 писем. Да, мы меняем форму. 5 писем, 25 писем, 35 писем, но 22 письма. Важна последняя цифра. Хорошо. Here I'm telling you only the facts, and we practice Russian together. Russia is a country with its advantages and disadvantages. My native language is Russian, so I'm helping you with Russian language. If you want to improve it, you can get my material. The link is in the comment section. I appreciate it. Hope to see you soon. Хорошего дня и пока.